Для вязания мне потребуется два цвета пряжи. У меня это шнур Карамель Бэйби от пряжи Центр. Ссылку, промокод, реквизиты их оставлю внизу под видео. Это тонкий, написано 2-миллиметровый шнур, но мне кажется, он все 3 миллиметра. Вязать я его буду крючком тоже 3 миллиметра. Можно обойтись шнуром в один цвет, но тогда заранее отрежьте небольшой участок пряжи, приблизительно сантиметров 10. Также мне потребуются две бусины. Одна какая-нибудь красивая, которая будет на лице, и вторая какая-нибудь невзрачная, которая просто нужна будет для крепления. Итак, беру шнур, которым я буду вязать сердечко. Если у вас один цвет, напоминаю, нужно от него отрезать сантиметров 10 для веревочки. Я буду делать в два цвета это сердечко. Итак, беру шнур, крючок и делаю цепочку из 3 воздушных петель. Раз, два, три. Вязать я буду узором, который называется боснийская вязка или соединительные петли. И для того, чтобы этот узор сомкнуть в кольцо, здесь не подойдет магическая петля. Здесь нужна именно цепочка из наборных петель. Дальше вкалываю крючок в первое звено, вот так. Подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Таким образом я соединила эту цепочку. И получается вот такая вот основа для вязания. Дальше перехожу к вязанию первого ряда. В первом ряду мне нужно сделать 3 прибавки. Сейчас у меня 3 петли. Раз, два, три. 3 косички. Их видно. Как делаются прибавки в этом узоре? Здесь будет не очень обычный способ создания прибавок, потому что традиционно 2 петли в одну точку здесь не подойдет. Итак, вкалываю крючок в заднюю полупетлю первого звена косички, да, подхватываю рабочую нитку, делаю одну соединительную петлю. Дальше вслед за ней делаю прибавку. Прибавку я делаю в следующую и в текущую петлю. То есть я вяжу в пространство вот сюда, между петлями. Смотрите. Вставляю крючок сначала в следующую петлю, а затем в эту же. Вот так. Получается, что крючок одновременно вставлен в 2 полупетли. Подхватываю рабочую нить и делаю снова соединительную петлю. Дальше просто вкалываю крючок в следующую петлю, да, и снова делаю соединительную петлю. Дальше опять в пространство между петлями, то есть в следующую и в текущую. И делаю снова соединительную петлю, которая будет прибавкой. 4 петли мы уже связали, нужно 6. Опять просто в следующую петлю. И теперь в следующую и в текущую. Вот так. Теперь смотрите, если пересчитать косички, вот эту косичку тоже считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 косичек мы получили. И добавляю для первого ряда одну косичку в следующую петлю. Да? То есть это вот та петля, в которую сделана прибавка между этой петлей и предыдущей. Просто для смещения узора. Да? И вот получается просто 6 косичек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все красиво, все ровно. Первый ряд на этом закончен. Второй ряд. Во втором ряду мне нужно будет из 6 петель получить 9. То есть это снова 3 прибавки. Как это делается во втором ряду? Вставляю крючок в полукосичку дальнюю, подхватываю одну петлю раз, подхватываю вторую петлю 2 и дальше делаю прибавку. В следующую и в текущую. 3. И повторяю это еще 2 раза. Снова в одну петлю раз, в следующую 2 и теперь в следующую и в текущую 3 и еще один раз в одну петлю раз, во вторую петлю
2. И в следующую, и в текущую. 3. И добавлю еще одну петлю, просто чтобы сместиться. Вот сюда. Теперь считаю опять косички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 косичек получено. Это был второй ряд. Дальше перехожу к вязанию третьего ряда. В третьем ряду мне снова нужно сделать 3 прибавки и тем самым получить 12 петель. В принципе, здесь все аналогично предыдущим рядам. Итак, как же вяжется третий ряд? Опять вставляю крючок в полукосичку и делаю 1, в следующую, 2 и в следующую 3. 3 петли сделала и дальше прибавка между петлями, да, в следующую и в текущую 4. И повторяю еще 2 раза, да. 1, 2, 3. А теперь в следующую и в текущую 4. И еще один раз. 1, 2, 3. И снова в следующую и в текущую 4. И добавляю одну петлю для смещения. Вот так. Снова пересчитываю косички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Их получается 12. Прибавки на этом закончены. У меня будет очень маленькое сердечко, да. И дальше я свяжу 3 ряда без прибавок, просто по 12 петель. Итак, смотрите, просто в полукосичку заднюю вставляю. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавок здесь не делаю. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Один раз провязала, еще нужно 2 таких круга связать. 3 раза по 12 петель я связала. Обрезаю хвостик, оставляю длинную нитку, она понадобится для сшивания. Здесь вот через эту петлю эту нить вытаскиваю. Деталь выворачиваю на лицо, это была изнаночная сторона. Вот так выглядит лицевая сторона. Хвостик туда давайте спрячем. Вот так. И делаю незаметное смыкание. Одну петлю пропускаю, под следующую вставляю крючок. Здесь под обе полукосички вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, вывожу и завожу эту же рабочую нить в последнюю косичку. Вот так. Вот так должно получиться. Эта ниточка еще пригодится для сшивания. Теперь, если вы пересчитаете по краю этой детали косички, их должно быть 12. И нужно связать вторую точно такую же деталь, но у второй детали ниточку не обрезаем. 2 вот такие шапочки у меня готовы. И в этом ряду я начинаю их сшивать. От первой шапочки я отсчитываю 3 петли от начала хвостика. 1, 2, 3. Вкалываю крючок в 4-ю, точно так же за дальнюю полукосичку и вяжу 9 соединительных петель без прибавок и без убавок. 1, так, за дальнюю полукосичку. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь эту половину пока откладываю. На второй половине также отсчитываю 3 косички, которые не провязаны. 1, 2, 3. И вкалываю крючок в четвертую. И делаю соединительную петлю. И снова вяжу 9 соединительных петель. Одну я уже сделала, значит остается 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это был соединительный ряд для двух деталей. Если в нем вы пересчитаете все косички, их должно быть 18, по 9 на каждой половинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. У меня 18, у меня все правильно. И пока вытянем вот эту петлю рабочую, чтобы она не распустилась, и сошьем эти детали той ниточкой от первого нашего вот этого, от первой чашечки, которую мы для этого специально оставили. Вот. Так. Здесь точно так же я вставляю крючок на одной половине в одну полукосичку, на другой половине в другую полукосичку. Эту ниточку подхватываю, делаю петлю и вывожу через нее рабочую нитку. Это получается 1. Здесь всего 3 стежка. Опять в следующее звено в полукосичку и в следующее звено опять в полукосичку. 2. И в последнее 3, да? И здесь немножко провяжу воздушную петлю, чтобы она не распустилась. Вот так. Ниточка уйдет вовнутрь, наполнителя в этом сердечке не будет, поэтому ниточку я не обрезаю, она же будет играть роль наполнителя. Сердечко очень маленькое. Вот так. А вот так будет выглядеть этот шовчик с лицевой стороны. И пока мы не продолжили вязать дальше, давайте сделаем петельку, потому что все следующие ряды я буду вязать убавки, и соответственно чем-то наполнить это сердечко будет все сложнее и сложнее. Поэтому сделаем петельку. Итак, беру отрезок точно такой же нити, и у него на конце просто завязываю обыкновенный узел. Вот так. Дальше мне потребуется отрезок тонкой нити, любой, потому что сам по себе шнур толстый, он в бусинку не залезет. Делаю вот такую конструкцию из 2 петель. Вот так, смотрите. Вставляю нитку вот в эту петлю. Беру сначала свою черновую бусину и вот эти хвостики вставляю в отверстие. Шнур хоть и толстый, но при этом он очень мягкий и в бусину все равно не лезет. Вот я бусинку сменила, смотрите, вот так легко залазит шнурок в эту бусину, да, здесь все поправляем. Ниточку снимаю. Дальше беру свое изделие, завожу крючок в макушку одной из половинок. Так, давайте выберем какую. Ну, вот в эту. Подхватываю петлю и вывожу ее. Здесь завязываю узелочек. Узелочек я должна завязать прям вот в стык. Вот так. Снова беру вспомогательную нитку, делаю раз, делаю петельку, да, и теперь беру уже свою лицевую бусинку. Так, здесь у меня отверстие вообще очень толстое,
бусина большая. И вставляю еще одну бусину. И завязываю еще один узел. Снова прям вот стык в стык с бусиной. Вот так должно получиться. И теперь можно продолжить вязать это изделие. Так, теперь я буду держать изделие уже лицевой стороной к себе. Вы заметили, наверное, что когда мы вязали чашечки, я держала лицом внутрь, изнанкой наружу. Так получается плотность у изделия выше и получается лучше получается сохранить эту плотность. Основу я связала, теперь можно вязать лицевой стороной наружу. 18 петель у меня в круге, делаю по 2 убавки. Как я это делаю? Вяжу точно так же за полкосу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и 8. А вот 9 делаю вместе. Помните, как мы делали прибавку? Мы делали одну петлю в первую петлю и делали одну петлю во вторую петлю и одну петлю между ними. Здесь делаем только петлю между ними. Получится тем самым ровно одна убавка. Раз, два. И вынимаем. И сразу же перехожу к следующей косе, да, вот эту косу теперь не провязываю, сюда сделана убавка. И снова делаю раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. И снова делаю одну убавку между петель, да? Раз, два. Теперь пересчитываем число петель в круге. Их должно остаться 16. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все правильно. Я получила 16 петель. И дальше делаю убавки. Буду делать по 4 убавки в круге. Здесь уже просто считаю. 16 делится на 4. Это получается 4 петли. То есть я вяжу раз, два, убавка. Раз, два, убавка. И так 4 раза. Это будет следующий ряд, да? Раз, два. И убавка между петель, да? Вот. Раз. То есть фактически это 3-4. Вот мы провязали 3-4. И так и повторяем. Раз, два, 3-4. Раз, два, 3-4 вместе. И 4 раза. Получится как раз, что все 16 петель в этом круге задействованы. Снова. Раз. Два. Так, еще раз. Два. Три. 4. И еще 2 раза. Раз. Два. И опять 3. 3, 4. Это был третий раз. И последний, да? Раз,
2. И вот она, последняя убавочка будет. 3, 4. Теперь, если пересчитать петли в круге, их должно быть 12. Итак, 12 петель в круге. 12 делю на 4, получается это 3. То есть я вяжу 1, 2, 3 вместе. 1, 2, 3 вместе. И так 4 раза. Но здесь диаметр изделия становится все меньше и меньше. И делать убавки одним крючком сложно. Поэтому я возьму второй крючок, примерно такого же размера. У меня это 2,5, для того, чтобы помогать себе делать убавки. Итак. Формула убавок. 1, 2, 3 вместе. Делаю 1. Ну вот, смотрите, я еще как бы могу так согнуть крючок. 2, 3. Но мне все равно это очень неудобно делать. И вот эта петля у меня вытягивается. А я все-таки хочу сохранить и плотность, да, и внешний вид изделия. Поэтому что я делаю? Я беру второй крючок и им делаю 2, 3. И эту петлю возвращаю на рабочий крючок. Ой, сейчас повторю еще раз. И провязываю. Так, 1. Опять. 1. И вот 2, 3 вместе. Возвращаю петлю на рабочий крючок, подтягиваю ее и провязываю. Вторая убавка. Раз. И опять. 2, 3. И снова это вместе. Так. И снова. 1. Последняя убавка в этом ряду. 2, 3. И вместе. Теперь, если пересчитать опять петли в круге, их будет 8. 8 делить на 4, это, соответственно, 2, то есть просто вяжем по 4 убавки. Здесь работаю практически все время добавочным крючком, да. Делаю 1, 2. Одна убавка. Еще раз. 1, 2. Вторая убавка. Снова 1, 2. Здесь, конечно, все плохо видно, но я думаю, вы поймете, как это делается. Здесь вязать очень неудобно. Так, третья убавка. Ну, очень маленький диаметр. Как бы, что тут можно еще придумать? Третья убавка. И последняя убавка в этом ряду. 4. 1, 2. Так, вот она, 4-я убавка. Смотрите, опять пересчитываем косички, их остается всего 4. 1, 2, нет, 1, 2, 3, 4, вот, 4 косички. И, соответственно, следующий ряд это просто 2 убавки. Опять-таки, помогаю себе все время вспомогательным крючком, потому что я просто уже не согну свой основной крючок на таком диаметре. 1, 2. Так, и все время нитки тоже подтягиваю, чтобы хвостик не болтался. Так, еще раз. 1, 2, да, сразу я попала. Так.
точка, тоже. Раз. Сейчас за кадром сделаю. Вот, да, опять раз, два. Подхватываю рабочую нить. Так, эту петлю возвращаю на рабочий крючок, и я ее затягиваю. И одну петлю протягиваю через другую. Так. Здесь вот надо этот хвостик вытащить. Так вот, да? Пока сердечко смято, еще не очень смотрится. Вытаскиваю хвостик, но оставляю сантиметров 5, обрезаю, заплавляю и прячу внутри сердечка. Вот так получилось. Теперь беру крючок, можно даже взять крючок поменьше, и вставляю этот хвостик внутрь сердечка. Он будет тоже служить роль наполнителя, да? Так, вот эту петельку тоже надо спрятать. Вот такие сердечки получились у меня. Красной пряжи у меня не было, да и красная пряжа, она не очень подходит для того, чтобы на ней что-то пояснять. Поэтому мои сердечки вот беленькое и вот это вот бирюзовое. Это сердечко можно использовать как подвеску на сумку, допустим, можно использовать как брелок для ключей. Смотрите, давайте голубой повесим. Вот так, смотрите, можно подарить кому-нибудь ключик от чего-нибудь очень важного. Да? Это может быть просто валентинка, допустим, на 14 февраля. Но дальше уже сами придумывайте, как применить это сердечко. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь на ваши лайки, подписку, колокольчик. А также задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.